каждым годом количество пациентов с патологией печени растет. К развитию заболеваний приводят проблемы с обменом веществ, отравление лекарственными или химическими препаратами, травмы, опухоли. Даже вредные привычки могут стать причиной нарушения работоспособности печени. О том, на что обратить внимание, основные симптомы болезни печени и какие ранние признаки отмирания печени, будем рассказывать в этом ролике. Поэтому смотрите видео до конца. Уникальность печени в огромной способности к восстановлению, но чем позже начать лечение, тем оно будет дольше и сложнее. Избежать осложнений и заподозрить проблемы в печени помогут характерные изменения во внешности и другие заметные признаки. Ранние признаки проблем с печенью. Перед тем, как перейдем к ранним признакам проблем с печенью, хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 96% зрителей. Прошу у тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, поддержать работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Разнообразие симптомов, многие из которых имеют довольно характерные проявления, поможет врачу своевременно выявить проблему, назначить лечение. Однако сохраняется опасность того, что некоторые заболевания на ранних стадиях проходят практически бессимптомно. Чтобы исключить риск развития болезни и вовремя провести диагностику печени, гастроэнтерологи и гепатологи рекомендуют обратить внимание на некоторые моменты. Нарушение работоспособности печени может проявиться как одним симптомом, так и их сочетанием, которое зависит от конкретного заболевания и наличия сопутствующих осложнений. Симптомы поражения печени и нарушения в ее работе – тошнота, потеря аппетита, постоянная и беспричинная усталость, тяжесть в правом подреберье, тремор рук и нарушение мелкой моторики. Но есть и внешние проявления, которые могут и должны насторожить. Рассказываем о самых явных внешних признаках. Боль и неприятные ощущения. Болезненные ощущения обычно сконцентрированы в правом подреберье. В некоторых случаях они могут отдаваться в область между лопатками, отдельно в правую лопатку. Оценить патологию можно исходя из типа интенсивности боли. Например, незначительный дискомфорт с ноющей болью, который выполняет ощущение тяжести, может говорить о наличии воспалительного процесса, в том числе вызванного токсинами. Пациенту очень сложно четко показать место, где сконцентрирована боль. Интенсивная и выраженная боль в подреберье характерна для тяжелого воспаления, в том числе гнойного. Она присутствует при камнях в желчных протоках, травмах печени. Мучительные ощущения характерны и для печеночных колик, которым приводят передвижение камней в желчевыводящих протоках. Есть патологии, которые не проявляют себя неприятными ощущениями. Это вялотекущие процессы, такие как гепатит С или цирроз печени. Пациент их не замечает на протяжении долгого времени, из-за чего диагностика печени и лечение могут запаздывать. Зачастую эти заболевания выявляются уже на поздних сроках развития. Желтуха. Желтеют вначале белки глаз, позже кожа. Это связано с повышенным образованием билирубина, пигмента, который образуется в печени, или застоем желчи. Увеличение билирубина приводит к изменению цвета мочи и кала. Отеки. Появляются на ногах и животе. Их причина в повышении кровяного давления в печеночной вене из-за повреждения органа при циррозе и накопления жидкости в брюшной полости. Изменение цвета мочи и кала. За счет повышенного объема билирубина, характерного для гепатита или цирроза, моча приобретает темный оттенок. При взбалтывании в ней появляется пена насыщенного желтого оттенка. Для некоторых заболеваний характерно обесцвечивание кала, которое сопровождается повышенной температурой и неприятными ощущениями в области правого подреберья. Могут присутствовать рвотные позывы. Кожный зуд вызван повышением уровня билирубина и желчных кислот в крови. Аутоиммунные заболевания и вызванные инфекцией гепатиты сопровождаются аллергическими высыпаниями, воспалением.
На следующем этапе может появиться атопический дерматит, псориаз. Сосудистые звездочки на теле. Дополнительным симптомом, который наблюдается при патологиях печени, являются сосудистые звездочки. Обычно они появляются на спине или щеках. Их вызывают проблемы с обменом веществ, повышенная хрупкость стенок капилляров. Интоксикация организма. Так как печень отвечает на фильтрацию и вывод токсинов из организма, ее поражение препятствует выполнению этих функций. Возникает выраженная интоксикация и сопутствующие ей симптомы. К ним относятся неприятные ощущения в мышцах и суставах, проблемы с аппетитом, разбитое состояние и потеря веса. Боль во время бега. Самая частая жалоба, которую связывают с печенью – боль в боку во время бега. Среди ее причин резкая нагрузка без предварительной разминки, когда переполняются кровью селезенка, есть искривление желчных протоков или перед забегом была съедена тяжелая пища. Что делать? Остановиться, сделать пару глубоких выдохов и хорошо разминаться перед стартом. Болит каждый раз при беге, стоит обследоваться. Синяки, появляющиеся после незначительных ушибов, из-за повышенной кровоточивости, который приводит к нарушению в работе печени. Красные ладони и ступни. Характерным симптомом являются печеночные ладони, при которых на стопах и ладонях появляются пятна красного цвета. Они становятся более бледными при надавливании. При прекращении давления их цвет снова становится красным. Заметили подобные признаки у себя? Все эти симптомы указывают на необходимость срочно записаться на консультацию к гастроэнтерологу или гепатологу. Они соберут анамнез и изучат симптоматику пациента, подберут наиболее подходящие инструментальные и лабораторные методы диагностики. Своевременная консультация поможет выявить заболевание печени на ранних стадиях и подобрать наиболее эффективное лечение. Основные факторы, которые приводят к нарушениям в работе и с заболеваниями печени. Инфекции. Самые частые – вирусные гепатиты В и С, алкоголь, лишний вес, нарушения в работе и заболевания щитовидной железы и яичников, иммунные нарушения, отравление токсичными химическими веществами, грибами, злоупотребление лекарствами. Как сохранить здоровье печени? Основные и универсальные рекомендации врачей, которые может применять каждый. Не злоупотреблять алкоголем, избегать незащищенных половых контактов, нестерильного стоматологического, медицинского и другого оборудования, чтобы не заразиться гепатитом и другими инфекциями. Мыть руки перед едой, не покупать продукты и не есть в условиях антисанитарии, чтобы не заразиться глистами и другими инфекциями. Не применять бесконтрольно медикаменты. Питаться сбалансированно и поддерживать нормальный вес. Сделать прививки от гепатитов. Теперь вы знаете, какие внешние признаки говорят о заболеваниях печени. Заметили их у себя? Срочно к врачу. Печень можно восстановить, а как это сделать, подскажет врач после обследования и уточнения диагноза. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. И еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Натурально Полезно. До новых встреч!